Сегодня опять честный, опять обзор, но, наверное, не обзор, а, как обычно, мое мнение по поводу петлички Blink 500 Pro от Saramonic. Какие же у нее есть минусы и плюсы? Но плюсы, я уверен, ты посмотрел у других блогеров, посмотрел характеристики, какая дальность. Но я уверен, о минусах не говорил практически никто. Итак, кейс. В принципе, удобно, но пока что пусто, потому что все пироги здесь. Но здесь тоже ничего нет, потому что сейчас я как раз таки на нее пишу. Вкратце, качество звука меня очень радует, особенно после Rode Filmmaker Kit. Да, там клевый звук, там крутая петличка, но она захватывала очень много посторонних шумов. Не только мой голос, но и все, что находилось вокруг. Эта петличка более направленная, она пишет четко то, что находится в диаграмме направленности. Звук менее басистый, чем в Rode, и здесь два канала, и это очень круто. Их можно как смешать, так и развести по разным каналам, правое и левое. Так можно удобно писать диалог между двумя людьми, либо вести какую-нибудь трансляцию. Я, кстати, уже протестил его в полевых условиях. Я снимал мероприятие, на котором было очень много людей, это была Масленица. Чуть-чуть позже я об этом расскажу и покажу кадры с этого видео. А также я провел трансляцию с помощью этой системы на YouTube. В один канал шла музыка из диджейского пульта, которая шла в трансляцию, а в другую петличку говорил ведущий. На трансляции петлички отработали отлично. А вот в полевых условиях, когда вокруг было много людей, были определенные проблемы. Итак, сперва о плюсах. Удобный кейс, который заряжает вашу петличку, пока она там лежит. Удобная встроенная батарейка и компактность. Это огромный плюс. Настраиваемая громкость на каждом из передатчиков. Приемник, который регулирует выходную громкость и который регулирует стерео или моно вы пишете. В несложных условиях хорошее качество сигнала. Очень удобно можно писать как в петличный микрофон, так и напрямую в передатчик. Качество изготовления петличек меня очень порадовало. Я боялся продавать свою Rode, потому что думал, что здесь обычные китайские петлички по формату бои. Но эти петли меня исключительно порадовали. Они выполнены из какого-то soft touch материала, резина с пластиком. Что меня особенно порадовало, это прорезиненный край ветрозащиты, точнее поп-фильтра. Ветрозащиты, к сожалению, в комплекте нет. Ветрозащита идет только на передатчик, но об этом позже. Здесь металлический корпус у петлички, и звук, соответственно, ловит она по кардиоиде. То есть у вас посторонние шумы отсеиваются, которые идут с этой стороны. С этой ловит хорошо. Все это приятное, оно по ощущениям должно быть довольно надежным, потому что все аккуратненько закрепляется, не похоже на китайскую дешевую петличку. Здесь также есть провода для телефона, можно также подключить в ноутбук, да, если у вас совмещенный вход, как у меня. Какие-то провода для зарядки, которые я пока что не использовал. К минусам. Минус первый – это отсутствие ветрозащиты на самой петличке. Минус второй. Вот эта ветрозащита, которая у нас крепится на передатчик, вот прямо на этот микрофон. Вот сейчас, да, я ее закрепил. Она вроде как держится, но малейшее движение, и вы ее теряете. Я ее на съемке с пола поднимал раз 10, наверное, за 2 часа работы. И хорошо, что я ее не потерял просто. Ребят, Saramonic, ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь прикольное, чтобы можно было не терять эту штуку, потому что ее просто случайно зацепляешь, и она улетит. Очень удобно показала себя эта петличка в полевых условиях, пока зима, пока люди в куртках, то есть можно куда-то сюда за воротник положить передатчик, и его не видно будет абсолютно, да, и при этом будет хороший звук, и ветром не будет задувать. Но я думаю, что летом это будет, конечно, ну, такая довольно большая штука, и я буду, скорее всего, вешать петличку. Второй минус, который мне не понравился, это кнопки. Кнопки здесь, ну, какие-то они прям непонятно. То ли ты ее нажал, то ли нет. Ты вот начинаешь чуть-чуть ее давить, она клацает периодически. Вот ты просто пальцы прикладываешь, и такой звук, как будто ты уже нажал на нее. Но на самом деле нет. В общем, кнопочки хотелось бы немножко как-то более крепкими, что ли, видеть. Эти петлички хорошо работают на небольших расстояниях
и когда немного людей с телефонами вокруг. Но вот на мероприятии, когда вокруг много людей и много Wi-Fi помех, создаются определенные сложности, связь теряется. Но порадовало, что я писал в 2 канала. В один канал шла музыка с диджейского пульта, а во второй передатчик я ходил и брал интервью. Соответственно, звук у меня пропадал только на диджейском пульте. Там, где я находился рядом с людьми и брал у них интервью, да, соответственно, клал им петличку куда-то сюда за воротник. На этой дорожке все было идеально. И круто, что можно писать в разные каналы. Кстати, еще один плюс в карму разработчиков Saramonic. Когда я снимал юбилей в зале, я вешал одну петличку на стедикам в разъем как раз в горячий башмак, а вторую петличку подключал к диджейскому пульту. И в этой ситуации петличка отработала отлично, то есть передо мной не было там нескольких человек, которые перегораживали сигнал, и в зале на мероприятии снимать было довольно комфортно. Я слушал сразу, что у меня идет с пульта в Zoom, а из зума выдавал сигнал на петличку и писал еще в камеру. И слушая звук из камеры, я сразу слышал, что играет в диджейском пульте и пишется в Zoom. И также писал во вторую петличку то, что происходит вокруг меня, потому что петличка висела на стедике. Таким образом, я получил сразу в 2 канала в видео, без дополнительной синхронизации, в один канал лайв звук, а во второй канал звук с пульта диджея. И это очень клево, потому что в такой ситуации, если мы снимаем сразу в 2 канала и пишем это в видео, нам не нужно будет синхронизировать это на посте. Здесь меньше низких частот, и по обработке, в принципе, я делаю небольшую эквализацию, и все. Чего мне не хватает в этой петличке? Мне не хватает монитора сигнала на приемнике, потому что на передатчике мониторить, ну, соответственно, мы можем не всегда, потому что мы вешаем петличку либо на другого человека, либо кладем ее возле диджея. В этом же и смысл беспроводной петлички, чтобы ты не должен был подходить и смотреть, какой там уровень сигнала. Ты должен делать это дистанционно. В этом же и суть. И, к сожалению, этой возможности нет. Но я надеюсь, что ребята из Saramonic в следующей серии этих петличек сделают эту штуку, и можно будет все мониторить, не отходя от кассы. Кстати, я уже писал некоторым производителям по поводу следующего пункта, который хотелось бы видеть в петличках, да и в камерах. Когда уже нам на устройства, которые имеют Bluetooth, сделают возможность подключения беспроводных наушников. Ну когда? Но ведь хочется ж подключить к своему фуржу наушники беспроводные. Может даже с гарнитурой и петличку не подключать. Ну уже мир бы поменялся, наверное. Эх, хочу Bluetooth подключение наушников к камере. Вот и все. Буду мониторить звук без проводов. И это будет технологично, круто. И вообще, возможно, это перевернет рынок. И сделайте уже кто-нибудь. И подарите мне эту возможность. А лучше камеру. Еще одну. Звук клевый. Коробка клевая. Неудобно класть вещи, да, но терпимо. Можно найти что-нибудь другое. Приспособил коробку от Moze. Качество сигнала клево, но не всегда. Ветрозащита минус, но спасибо, что она хотя бы есть. Сами микрофоны клевые. Сигнал держит отлично, подзаряжается от кейса. Провод толстый. Вот еще минус. Вот минус еще один. Очень толстые большие провода. Ничего против толстых проводов не имею, но как бы у меня до камеры гораздо меньшее расстояние. Можно было его сделать, ну как-то поаккуратнее, чтобы ты его на эту маленькую петличку вешал, и у тебя не было потом еще такого огромного провода через всю камеру от этого маленького передатчика. Потому что вот сами смотрите, подключаю передатчик и обматываю тут проводами, да? Вот. Ну как бы, чтобы вот так вот потом это воткнуть. И еще один минус, кстати. Передатчики, они хоть и прорезинены вот здесь, но они хорошо держатся, если ты их цепляешь на какую-нибудь одежду или еще на что-то. Но если ты цепляешь это на горячий башмак, например, в Ронине у меня, одно неловкое движение и передатчик выскакивает. Так что будьте осторожны. Лучше прикрепить это куда-то на другое место, но хотя бы вот сюда на бленду. Даже так можно. В общем, петлички клевые, брать можно. Я очень рад, что я обновился с Радешки. Те минусы, которые у нее есть, они перекрываются сполна плюсами. Ну что, как говорит мой сын, привет, подписчики! Подписывайтесь на канал, ставьте что-нибудь, неважно. Главное, что вы со мной.